Здравствуйте, мои дорогие, уважаемые подписчики и гости моего канала. Сегодня мы будем вязать узор вот к такой летней кофточке. Посмотрите, полюбуйтесь, оцените красоту этого узора. Узор выглядит эффектно, привлекает внимание, но никакой сложности в исполнении этого узора нет. С этим узором справится даже самый начинающий любитель вязания. Если вам понравился узор, если вам стало интересно, оставайтесь на канале. Я покажу схему к этому узору, и мы вместе попетельно свяжем этот узор. А вы, посмотрев мое видео, сможете связать такую же кофточку. Я понимаю, что те, кто долго вяжет, сможет связать любой узор по схеме из интернета. Но мои уроки для начинающих любителей вязания. Этот узор есть в книге японских узоров Хитоми Шида, но я подготовила для вас вот такую схему для более легкого восприятия узора. На схеме обозначены только лицевые ряды. Это видно по нумерации. Лицевые ряды вяжутся справа налево по узору. Изнаночные ряды вяжутся слева направо по рисунку, то есть как смотрят петли. Это значит, вяжем ту петлю, какую видим. Видим изнаночную петлю, вяжем изнаночную. Видим лицевую петлю, вяжем лицевую. Итак, провязав первый лицевой ряд по узору, справа налево, разворачиваем работу на изнаночную сторону. Кромочную петлю снимаем и вяжем по рисунку первого ряда. То есть там, где у нас была в лицевом ряду изнаночная петля, в изнаночном ряду она выглядит как лицевая. Здесь мы провязываем вместо нее лицевую петлю. Там, где у нас была лицевая петля, 2 вместе с наклоном влево, на этом месте в изнаночном ряду мы видим изнаночную петлю и вяжем изнаночную петлю. Накид провязываем изнаночной петлей. Далее провязываем лицевую петлю, которая была в лицевом ряду изнаночной петлей. Далее провязываем также лицевую петлю. Она выглядит в изнаночном ряду как лицевая. И так далее. Эти изнаночные петли провязываем в изнаночном ряду лицевыми. Как они выглядят по рисунку. Далее вот здесь у нас была лицевая петля. Мы провязали 2 вместе с наклоном влево лицевой петлей. В изнаночном ряду на этом месте мы видим изнаночную петлю. Провязываем ее изнаночной. На месте лицевой петли, которую мы вязали в лицевом ряду, мы видим в изнаночном ряду изнаночную петлю. Провязываем ее изнаночной петлей. Накид провязываем изнаночной петлей и так далее. Слева направо вяжем весь ряд по рисунку первого ряда. Провязали второй изнаночный ряд, разворачиваем работу на лицевую сторону и третий ряд вяжем по узору. По узору третьего ряда справа налево. Разворачиваем работу на изнаночную сторону и вяжем четвертый ряд по рисунку третьего ряда. То есть вяжем ту петлю, какую видим. Слева направо вяжем четвертый ряд и так далее. Провязываем все ряды этой схемы по аналогии. На схеме указаны только лицевые ряды. Это видно по нумерации. Лицевые ряды вяжутся справа налево по узору. Изнаночные ряды вяжутся слева направо по рисунку, то есть как смотрят петли. Видим лицевую, вяжем лицевую. Видим изнаночную, вяжем изнаночную. Накиды провязываем изнаночными петлями. Например, провязали первый лицевой ряд по рисунку справа налево. Разворачиваем вязание на изнаночную сторону и вяжем второй изнаночный ряд по рисунку. Слева направо. То есть на месте изнаночной петли, которая была изнаночной в лицевом ряду, мы видим лицевую петлю во втором изнаночном ряду и вяжем здесь лицевую петлю. Далее у нас была петля с наклоном влево одной лицевой.
2 вместе с наклоном влево в первом ряду. На этом месте в изнаночном ряду мы вяжем изнаночную петлю, ту петлю, какую видим. Далее у нас был накид, провязываем накид изнаночной петлей. Далее в лицевом ряду были 5 изнаночных петель. В изнаночном ряду они выглядят как лицевые, и вяжем их лицевыми петлями, провязываем 5 лицевых. Далее в лицевом ряду у нас были 2 петли вместе, одной лицевой с наклоном влево. В изнаночном ряду на этом месте мы видим изнаночную петлю, вяжем изнаночную. И так далее вяжем слева направо весь второй ряд по рисунку первого ряда, то есть как смотрят петли. Далее разворачиваем работу на лицевую сторону, вяжем справа налево третий ряд по узору. Разворачиваем работу на изнаночную сторону, вяжем 4-й изнаночный ряд по рисунку 4-го ряда, слева направо, как смотрят петли и так далее. Раппорт узора в высоту вверх состоит из 28 рядов. Провязав 27-й последний лицевой ряд справа налево, мы разворачиваемся на изнаночную сторону и провязываем по изнаночной стороне 28-й последний ряд раппорта узора вверх. И далее мы повторяем раппорт узора вверх с первого ряда. Раппорт узора есть и в ряду. Раппорт – это постоянно повторяющаяся часть узора. Постоянно повторяющаяся часть узора у нас это 22 петли. Для того, чтобы набрать необходимое количество петель для провязывания этого узора при вязании поворотными рядами, число петель в наборном ряду должно быть кратно 22. Плюс мы добавляем одну петлю для симметрии, которая провязывается только один раз в начале ряда для симметрии узора. И плюс добавляем 2 кромочные петли. Если же этот узор вязать по кругу, то петлю симметрии и кромочные петли набирать не нужно, то есть число петель в наборном ряду должно делиться на 22. При вязании этого узора по кругу мы также провязываем один ряд по схеме справа налево, а следующий ряд также провязываем, четный ряд, также провязываем по схеме первого ряда, второй четный ряд, также слева направо по узору. То есть, если получается мы вяжем второй ряд четный по рисунку, то получится, что мы вяжем его точно так же, как первый ряд, по узору первого ряда, справа налево. Накиды при круговом вязании мы провязываем лицевыми петлями. Итак, при вязании этого узора по кругу мы также провязываем один ряд по схеме справа налево, а следующий ряд провязываем также справа налево по рисунку, то есть вяжем ту петлю, какую видим. Но при вязании по кругу накиды мы будем провязывать лицевыми петлями. Какие обозначения мы видим на схеме? Плюсики – это кромочные петли. Горизонтальные черточки – это изнаночные петли. Вертикальные черточки – это лицевые петли. Кружочки – это накиды. Черточки с наклоном влево – это 2 петли, провязанные вместе с наклоном влево. Черточки с наклоном вправо – это 2 петли, провязанные вместе с наклоном вправо. Ну что ж, надеюсь, всем все понятно. Теперь давайте вместе свяжем этот узор. Для образца я наберу
2 раппорта по 22 петли, это 44 петли, 1 петлю для симметрии узора, 45 петель, и 2 кромочные петли, 47 петель всего я наберу. И свяжу один базовый установочный ряд всеми изнаночными петлями. Первую кромочную петлю я сниму, последнюю провяжу также изнаночной петлей. Если вы вяжете изделие с планочкой или резинкой, базовый ряд провязывать не нужно. Вы сразу начинаете вязать с первого ряда узор. Я набрала на спице 47 петель и провязала нулевой подготовительный ряд всеми изнаночными бабушкиными петлями. Первую кромочную петлю я снимала, последнюю провязывала также изнаночной бабушкиной петлей. Этим я подготовила петли к их правильному положению. Разворачиваем работу на лицевую сторону. Здесь у меня красивая косичка наборного края. Вяжем первый ряд, лицевая сторона работы. Кромочную петлю снимаем. Дальше у нас идет петля симметрии. Это изнаночная петля, выделена у меня желтым цветом. Вяжется петля симметрии только один раз в начале ряда. Далее 2 петли вместе с наклоном вправо. Я вяжу бабушкиным способом вязания, поэтому сначала мне нужно развернуть эти петли. Для этого я переснимаю их по очереди на правую спицу, подхватывая сзади работы слева направо за заднюю стенку. Затем возвращаю на левую спицу эти 2 петли и провязываю 2 вместе за передние стенки одной лицевой петлей. Получился наклон вправо. Дальше накид, 5 изнаночных петель, две петли вместе с наклоном вправо. Разворачиваем 2 петли, переснимая их на правую спицу. Развернули и теперь возвращаем на левую спицу. Провязываем 2 петли вместе, одной лицевой за передние стенки. Лицевая петля, накид, изнаночная петля, накид, лицевая петля, 2 петли вместе с наклоном влево. Не разворачивая петли, провязываю их 2 вместе, одной лицевой за задние стенки, 5 изнаночных петель. Накид, 2 петли вместе с наклоном влево, провязываю 2 петли вместе, одной лицевой за задние стенки, изнаночная петля. Мы провязали первый раппорт узора. Повторяем раппорт узора. Петлю симметрии уже не вяжем. 2 петли вместе с наклоном вправо. Разворачиваем 2 петли. Переснимаем их обратно на левую спицу и провязываем 2 петли вместе за передние стенки одной лицевой петлей. Накид, 5 изнаночных петель,
2 петли вместе с наклоном вправо, разворачиваем 2 петли, подхватывая их сзади работы слева направо и переснимая на правую спицу. Возвращаем эти 2 петли на левую спицу, вводя левую спицу внутрь каждой петли. И провязываем теперь 2 петли вместе за передние стенки с наклоном вправо. Если вы вяжете классическими петлями, вам разворачивать петли не нужно. Вы сразу провязываете 2 петли вместе за передние стенки с наклоном вправо. Лицевая петля, накид, изнаночная петля, накид, лицевая петля, накид, лицевая петля, 2 петли вместе с наклоном влево, 2 петли вместе провязываю за задние стенки одной лицевой петлей. Если вы вяжете классическими петлями, то вам сначала нужно развернуть эти петли, подхватывая их сзади работы слева направо и переснимая на правую спицу. Затем возвращаете их на левую спицу и провязываете 2 петли вместе за задние стенки одной лицевой петлей с наклоном влево. 5 изнаночных петель. Накид. 2 петли вместе с наклоном влево. 2 петли вместе за задние стенки. Изнаночная петля. И в конце ряда кромочная петля, изнаночная бабушкина. Работу разворачиваем на изнаночную сторону и вяжем второй изнаночный ряд. По рисунку кромочную петлю снимаем, читаем схему слева направо, кромочную петлю снимаем. Здесь у нас в лицевом ряду была изнаночная петля, она выглядит в изнаночном ряду как изнаночная, вот с перемычкой. Провязываем изнаночную петлю, то есть вяжем все петли по рисунку. Вяжем ту петлю, какую видим. Здесь у нас была лицевая петля, извиняюсь. Вот она выглядела как изнаночная в лицевом ряду, а в изнаночном ряду она выглядит как лицевая. Вот она. Далее. Здесь у нас была лицевая петля. Вяжем по рисунку изнаночную петлю. И далее все петли вяжем по рисунку. Накиды провязываем изнаночными петлями за переднюю стенку. Вот. Петля выглядит как лицевая. Провязываем лицевую петлю. Петля выглядит как изнаночная петля. Провязываем изнаночную петлю. Накиды провязываем изнаночными петлями. Вяжем так до конца ряда. Все петли по рисунку. Накид изнаночной петлей за переднюю стенку. Довязали второй ряд до конца, читая петли слева направо по рисунку. Там, где видим лицевую петлю, вяжем лицевую.
Где видим изнаночную петлю, вяжем изнаночную. Накиды провязываем изнаночными. Вот здесь у нас было 5 изнаночных петель, мы их провязали с изнаночной стороны во втором ряду изнаночным лицевыми петлями. И так провязали до конца ряда. Третий ряд узора, лицевая сторона. Кромочную петлю снимаем, не провязывая. Вяжем петлю симметрии, это изнаночная петля. Далее у нас идет накид. 2 петли вместе с наклоном влево. 2 петли вместе одной лицевой за задние стенки. 4 изнаночные петли.